Вот были бы наушники в районе 30-35 долларов, внутриканальные, с активным шумоподавлением, с активным подавлением окружающей среды, еще от известного бренда. Где же такие взять? Да есть у нас такие. Вот такой вот Базеус или Bezos, как они называются, а ну сейчас читаем. Это Bowie 30, True Wireless, вот такие вот наушнички. Я их сразу открываю и вам скажу так. Дело в том, что я тестировал тут недавно, как их открыть, вот лисичка, ты их вот мне дала, ты хотя бы подумала, как я их буду открывать. Вот сейчас я буду зубами их грызть, да? Зубы надо беречь. Да, вот лисичка уже с ножом идет. Сама по себе фраза «лисичка с ножом идет», она пугает. Ну, короче, ребят, тестировали недавеча мы Ugreen, Hi-Tune H6 или T6, H6, полуоткрытые. И вы знаете, там за 35 баксов прям топ. Там прям топ было, а здесь внутри каналы. И внутри каналы настолько интересные, потому что я читал уже их характеристики, я их заказывал, конкретно на Алишке заказывал. Во-первых, Bluetooth 5.3, во-вторых, ANC, в-третьих, 6 микрофонов и ENC, само собой. В-четвертых, 8,5 часов без кейса проигрывает, 65 часов с кейсом. А в-третьих, смотрите, какой дизайн, показывай. Сейчас мы их так открываем. Ну, во-первых, у нас такой вот кейс, да, там, который показывает. Мы снимаем вот эти вот дурацкие накладочки. У нас есть приложение. Давай уже вставляйся. У нас есть, там хорошо видно? Да? У нас есть приложение. Сейчас мы заведем приложение, посмотрим, как оно там будет заряжаться. Так, 98. О, пошли заряжаться. Видите, у нас, видите, как наушнички сами заряжаются. Прикольно. Мы с вами сейчас перейдем, посмотрим, сколько они стоят, где их можно купить, а потом вернемся и будем тестировать. Но я уже сейчас могу сказать, что это очень классные наушники, потому что брали мы их конкретно по рекомендации одного человека. А вот классные наушники, они в плане моих вкусовых предпочтений, как они там заявляли, что 200% улучшенный бас и прям супер шумоподавление. Вот это мы сейчас узнаем с вами на канале Технозон. Bowie, вот эти вот Bазеус Bowie 30 True Wireless Earphones, как они написали. Поехали. Ух ты, 33 бакса, слушайте, ну и тут прям вот кидается сразу 50 децибел Noise Reduction, 65 часов время проигрывания, ну это я сам понимаю, что это и вместе с кейсом, и Bluetooth 5.3, 6 микрофонов, AI, вот это вот любят, искусственный интеллект с большим кейсом. Так, 10-миллиметровый ультрабольшой драйвер, ух ты. IPX4 защита от влаги, это от дождя, по сути под дождем можно в них гулять. Но давайте с вами посмотрим, ух ты, Bowie M2S Ultra с солдаком. Так, мы сейчас рассматриваем более дешевые наушники, тихонечко. Давайте смотрим. Тут что-то маркетологи перестарались, тут везде прям представлено Forbes Travel Guide, CNET, Yahoo Life, ZDNet. Зачем мне это знать, где они представлены? Вы покажите, какие наушники. И тут еще прям рекомендованы композиторами к Оскар-фильмам. Елки-палки, это кто такие? Покажите мне, пожалуйста. Ну, вообще, Bowie это классный бренд, именно самого Базеуса суббренд. Они пишут, что у них есть тут какой-то там прям нифига себе бас на 200% пропушенный. 6-микрофонный Call ANC. Кстати, у них не только ANC есть, а есть еще ENC. Чтобы вы понимали разницу. ANC это активное шумоподавление, которое подавляет шум вокруг вас. А ENC это Environment Noise Cancelling, который подавляет шум при разговоре для вашего собеседника. Это топовая фишка для 6 микрофонов. Видите, тут есть FF мик, FB мик и Talk мик, то есть разговорный. 50 децибел ANC. Еще есть и быстрая зарядка, твою мать. Что они тут себе понаделывали-то? Всего за 33 бакса. Читаешь, диву даешься. Ну, это уже у нас тут, скажем так, какой-то маркетинг по наушникам.
кристально чистые звонки. Вот я о чем и говорю, шестимикрофонный ENC убирает 98% голоса, скажем так, вернее шумов. Теперь ощущение 200% баса, увеличение. Ладно, посмотрим. На одном заряде сами наушники 8 часов без ANC, 65 без ANC с кейсом. А без кейса, елки-палки. Слушайте, они что показывают IPX? Ну Raindrop, да, то есть это капли дождя. Фух, ну и что мы тут еще видим? Baseus Audio Tech Pack. Технологии какие у нас есть? Low Latency, 0,06 секунд, BCS. Подождите, мне интересно, какие кодеки, кроме того, что он Bluetooth 3, поддерживают данные наушники? AC, SBC, там, что у нас там есть? Тач интерфейс на боках. Ух ты, вот это, кстати, прикольно. Вот это прям прикольно. Еще и есть приложение. In-App Customizing. Так, до хрена всего они сюда влепили. Где характеристики? Где характеристики? Зарядка 1,5 часа, 45 мА у нас батарейки в самих наушниках, 800 мА в самих кейсах. Частота от 20 Гц до 20 кГц. Слушайте, ну получается, что кодеки будем смотреть уже при подключении. Да ладно. Но за 33 бакса, интересное предложение, будем сейчас с вами рассматривать. Может, они на картинках где-то спалились по кодекам. Молчат. Дипбас, кастомизированные, больше ничего не говорят. Ладно, все, переходим уже и тестируем на реальной музыке. Так, ну что, посмотрели, да? Давайте их подключать и искать приложение. Лисичка, сейчас мы с тобой тут запилим, какую-то фишку. Ох и инструкция. Вот приложение. Ищем. Так, включили. Вы видите запись экранчика. Baseus. Мне удобнее Baseus говорить. Китайцы говорят Baseus. Хотя для того, чтобы говорить Baseus, их надо бы разделить, во-первых, для начала. Так, открываем Baseus. Давайте как гости. Давайте зайдем в гости режим и подключим сами по себе наушники. Добавить устройство. Всем дозволяем все. Давайте добавить устройство и открываем. Достаем наушники. Смотри, как они светятся. У них такой классный. Bowie 30. Смотри, какой дизайнчик. Вот мы сразу будем с тобой рассматривать, пока он будет его подключать. Давайте. Смотрите. У нас в комплекте должны быть еще сменные амбушюрки. И сменные амбушюрки тут есть. Всего 3. Тут я сейчас вообще приподвис. Может, один в одном. Baseus, ты сейчас что-то вообще страх потерял, да? Давай посмотрим. Да, 4, слава богу. Как обычно, стоят сразу средние, это для моих ушей, это мелкие, это большие для лисичкиных. И здесь стоят середнячки. У нас есть 6 микрофонов, смотрите, один микрофончик, второй микрофончик. Отдай мне маленькую лампу, пожалуйста, черную, чтобы мы подсвечивали ребятам. Так, смотрите, включили свет. Микрофончик раз. Это у нас разговорный микрофон. Сверху вот еще один для ANC. То есть на каждом из микрофонов, на каждом из динамиков по 3 микрофона. Кстати, у нас там срабатывает этот. Здесь тач-панелька. Видите, у нас тачевые наушнички. Сам по себе дизайн прикольный. Здесь у нас есть, светится такой кружочек. Ну и кейс обыкновенный с экранчиком. Тут, в принципе, смотреть нечего. Давай эргономику посмотрим. Давай эргономику втыкаем в наушнички. Чё? Ух ты, что ты сказал? Смотри, как божественно красиво или волшебно красиво. Волшебство, да? Слушайте, сели они просто охренительно. За 30 с чем-то долларов, за 33 доллара они сидят просто идеально. Блин, класс. В них можно спортом заниматься. Они сидят классно. Так, теперь в приложеннице заходим в сами наушники. Опять, апдейт наушников. Твою мать. Давно я не обновлял мышки, батарейки и наушники. Ладно, подождем апдейта. Ждем. Слушайте, интересное приложение. Ambient Sound. Ага. У нас... знаешь, что такое Transparency? Поговори сейчас. Вот, я тебя слышу. Вот это
У меня аж сухой звук стал. Слушайте, у меня такое ощущение, что я очутился в вакууме. Я себя ни хера не слышу. Жесть какая. А это что у нас? Ambient sound, это я вот слышу то, что происходит вокруг. Прикинь, короче, я вообще в шоке. Ладно, сейчас. И у нас есть еще кастом, у нас есть еще глубина. Это ужасно. Это ужасно в плане того, что это настолько сильный шумодав. Я не слышу свои щелчки. Я только слышу вибрацию, чувствую, я не слышу вообще ничего. Это очень прям сухо. Фух, не, лучше я амбиент включу. Ну, короче, АНЦ, ребят, поверьте, просто сумасшедший, прям аж подавляет до ужаса. Это, я так понимаю, что в очень шумных каких-то вариантах использования, например, там вокзал, там поезда, ты там где-то с аэропорт, это будет вообще топово, просто. Так, эквалайзеры, у нас есть пресеты Baseos Classic, Rock Classic, Rap, Acoustic и Hi-Fi Live. Ну, то ладно. Так, что это за... это у нас сеттингсы этих Double Tap, ну, короче, кнопочек, Low Latency Mode. Слушайте, здесь прям топ, смотрите. Во-первых, Bass Boost, это мы потом послушаем. И Low Latency Mode, есть у нас режим низкой задержки, это для просмотра видео и для просмотра, ну, допустим, и для игр, чтобы вы понимали. Но в Low Latency будет отключаться эквалайзер. А как его теперь выключить? Вот. Будет отключаться эквалайзер и будет отключаться постобработка звука. То есть бас-буста, скорее всего, не будет, допустим, эквалайзеров, потому что необходимое время на их обработку здесь убирается. Это тоже, кстати, правильно и нормально, отлично сделано. Модель, можно отвязать устройство. Слушайте, вообще классная тема. А что здесь у нас? Позвонить на правый и позвонить на левый. Это для того, чтобы поиск. А ну сейчас. Как же это противно звучит. Я его нашел. Это очень-очень высокий звук. Вот есть у нас режим того, что его можно найти. Это прям очень высокий звук. Для начала мы с вами сделаем следующее. Лисичка, где твой телефончик? Мы сначала проверим ENC и как они в разговорном варианте, потому что это все-таки гарнитурка. Лисичка, где твой телефончик? Короче, забрал у Лисички камеру. Сейчас я Лисичке даю вот такой вот рекордер звука. Объясню для чего. Я сейчас выйду, она меня наберет. И мы будем, она запишет то, как слышно меня. Я сейчас выйду на улицу специально в шумную какую-то среду, для того, чтобы мы проверили, как работает ENC. То, как работает ENC, я и так понимаю. Так, Лисичка, ты готова? Раз, все, отлично, все работает. Ты будешь просто здесь стоять и разговаривать. Когда я выйду на улицу, хлопну там дверьми, ты уже там, все, я включил запись твоего разговора, и я пошел на улицу, короче, будем слушать, как ENC работает. Сейчас я выхожу из студии на улицу, прям тест в прямом режиме, в режиме реального времени. Здесь у меня провода висят, короче, дофига всего. У нас тут ремонт идет полным ходом. Короче, дофига. Выхожу на улицу. Вот мне, кстати, Лисичка звонит уже в текущий момент. Алло, слушаю тебя. Так, я сейчас тебя слышу, Baseos Bowie. Я в очень шумном, скажем так, у нас здесь шумная дорога рядышком. Скажи мне, как ты меня слышишь? Ты вообще что ты слышишь? Я тебя слышу четко, я не слышу проезжающих машин. Я шума не слышу только твой голос. Это кто-то ветер. Я Это ничего, ветер. кроме твоего голоса, не слышу. У меня сейчас ветер, смотрите, у меня вот шевелятся листики. То есть, что ты, то есть ты слышишь один голос. Только голос, отдельные слова, никакого шума, никаких помех. Ага, все супер, спасибо тебе огромное. То есть, по сути, ENC мы и проверили, поэтому можем уже, в принципе, заканчивать. Слушайте, ну, я вам скажу, мне понравилось. На самом деле понравилось, знаете, что мне еще нравится? Амбушюр. Покажи, пожалуйста. Амбушюры в меру мягкие. Я вам не скажу, что это топовые амбушюры, потому что мы когда снимали внутриканалы проводные, то там у нас были намного интереснее амбушюрки, да, Лисичка, там вообще были там прям топ. Но имеют право на жизнь, можно заменить на что-то топовое, но в наушниках за $33 я вообще не вижу смысла этим заморачиваться. Я считаю, что за такие деньги их просто надо купить и пользоваться. Сейчас уже будем слушать с вами
их на музыкальную составляющую. То, что по АНЦ и по ЕНЦ вопросов нет, это факт. Достаточно громкие, все хорошо. А вот теперь меня интересуют вот эти вот моменты, там, бас-буста и все остального. Ну давайте, сейчас будем слушать. Так, музыка. Джаз. Начнем с джаза, да? Наша любимая наша. И сейчас послушаем. Да ладно. А ну сейчас погромче сделаем. Да. Все, тихо. Слушаем. Вообще, я... Да слушайте, они звучат как какие-то казеты 16 там, долларов за 100, я вам серьезно говорю. Это Bluetooth. Стоп. Идем в Bluetooth. Я хочу увидеть, какие кодеки они используют. Так, а ну-ка смотрим. Так, AAC, да? Что-то еще есть, кроме AAC? Нет, только AAC. Ну ладно, AAC тоже неплохо, если он реальный AAC. Так, послушаем еще. В них можно слушать джаз. Я пока бас-буст не включаю, потому что здесь бас сейчас достаточно для прослушивания джаза. Хорошая, такая достаточно интересная сцена. Блин, мне даже трудно описать. Слушайте, я не ожидал, знаете, какого эффекта? Что за 33 бакса я получу наушники со средней сцены. Это не глубокая сцена, я не буду тут сейчас преувеличивать, рассказывать, что там вау, там все, там и прям биться в каком-то экстазе. Нет. На самом деле, здесь неплохо звучит джаз. Очень неплохо. Я не скажу, что он прям топовый, какие-то вот эти вот щеточки, они тонкие, да, там сейчас... К щеточкам нужно прислушиваться, все-таки вот этот вот диапазон 20-20 кГц, от 20 до 20 тысяч Гц, он все-таки немножко для джаза ужат, потому что, ну, когда расскажу, что там 40 тысяч Гц это маркетинг, фигня, на 40 тысячах Гц это самое то слушать конкретно джаз. Ужаты чуть-чуть щеточки, ужаты высокие, но в целом сцена средняя, такая, достаточно объемная, я четко могу позиционировать исполнителей, и при этом это хороший качественный звук на 35 баксов. Для 35 он звучит как на сотку. Я серьезно говорю, вот он мне прям напомнил наушники, которые были KZ16, по-моему. Вот прям у меня прям такое дежавю вылетело. Хорошо, давайте послушаем что-нибудь из электроники. Сейчас мы с вами... А ну, поехали. Знаете, что здесь я могу сразу сказать? Ударная группа, вот знаете, вот электроника, она началась с захлеста высоких. Вот в данном случае захлест высоких, и мне захотелось чуть-чуть бас-буста. Бас-буста включить или эквалайзер поменять. Сейчас посмотрим эквалайзер, акустика, рэп, hi-fi life. Ну, здесь как бы и нету ничего такого. Давайте бас-буст включим. И включим то же самое воспроизведение. Знаете, я вам скажу, бас-буст переоцененная фигня. Сейчас еще в другом моменте послушаем. Я сразу понял, что они сделали. Такая агрессивная музыка, но здесь бас хорошо слышится. Ну, без бас-буста. Я могу сразу сказать, что это... Я разницы вообще не почувствовал. Вообще не почувствовал разницы. Распиаренная фигня, и, скорее всего, она просто делает громче просто-напросто низкую часть, да, там какие-то просто выкручивает без самой способности наушников. То есть сами наушники не могут вынести этот бас-буст, но электронику слушать можно, звучит это неплохо. Не скажу, что это прям топовое звучание, само собой, глубину сцены по электронике оценить, сами понимаете, невозможно, но... Что-то послушать можно. Звучание есть, бас есть, не скажу, что он ультра глубокий. Вот этот вот бас-буст, я не знаю, для чего его сделали. Ну, чисто, по-моему, так, чисто для маркетинга, потому что ожидать ультра глубокого баса в
наушниках за $32 нельзя, но, опять же, повторюсь, звучит как на сотку, действительно. Так, хип-хоп пробуем. В пресетах, кстати, нет у нас хип-хопа никакого там. Здесь какая-то каша получилась, сразу говорю, тут каша получилась. Вот рэп, здесь есть пресет на рэп. Видимо, они чего-то знали, сейчас послушаем. Ну, это лучше. Это лучше меняет, реально пресет влияет. Made the truth be told, I was down bad, now I got it on go. Finna count my dough till my thumb got slit. Put my neck on glitz, put my name on the list. Finna shine on the flippin' drum. Голос, вот мы сейчас слушаем с вокалом, да, голос хорошо, отчетливо отделяется от основной партии. Сейчас послушаем дальше. О, здесь бас чувствуется. Здесь прям бас чувствуется. Ну, давай ускорим. Не, бас плосковат, но для рэпа нет. Я бы не слушал здесь рэп. Это звучит как какой-то, знаете, как овощной салат, знаете, такой вот, по типу винегрета. Когда вроде бы все по отдельности охренительно вкусно, а вместе это выглядит как красное месиво. Ну, сейчас у лисицы я просто смотрю вверх камеры, и у лисицы глаза такие сумасшедшие стали. Она ехала на винегрет. Она охренела. Да, на винегрет. Ты винегрет любишь, да? Не знал. Слушай, классику. О, не-не-не, классику я оцениваю только на определенных. На каких композициях? А ну давай, расскажи мне, лисичка. Ага. Вивальди. Правильно, Вивальди. 4. Сезона, все правильно. Вот, Вивальди Four Seasons. Я Вивальди знаю просто вот досконально. На этих композициях очень классно оценивать. А вот здесь я чувствую этот бас-буст в ненужном месте, кстати. Не интересно, зима. Подожди. По классике. Слушать классику можно, но я вам сейчас объясню, те, кто любит слушать классику, особенно те, кто знает 4 сезона, я вам объясню. Здесь чувствуется вот это их пресловутый бас-буст, который, тут же басовая составляющая чуть выше, они изначально заявляются про это, просто бас-буст они завысили для определенных жанров музыки. Сейчас вы поймете, когда играет виолина, ты хорошо слышишь высокие. А то, что играет там какие-то альты там, и все остальное, они выглядят, ты их слышишь как неестественные какие-то инструменты, потому что у них они должны быть чуть с другой частотой. Здесь искусственно завышенный низкий, поэтому звучит неестественно, но я не скажу, что это плохо. Как-то гармонично, все остальное, но это вот далеко от идеала вообще для проигрывания классической музыки. Классическую музыку я бы на них не слушал бы чисто, если вы любитель классной классики. А то, что это слушать можно, однозначно. Так, рок. Здесь, кстати, даже пресет для рока есть. Сейчас мы что-то тяжеленькое найдем. Mesmerized фигня. Сейчас. Какая-то балалайка. При использовании вот этих вот пресетов очень классно слышно разницу. Роковый пресет, прям он хорошо рок отработал. Сейчас бас-буст попробуем. Во, слушайте.
на бас-пусте и на пресете рок прям классно рок звучит. Я вам серьезно говорю. Прям вот, знаете чего? Вот я сначала так без энтузиазма, я что-то сразу не понял. Включил рок-пресет плоско. Выключил рок-пресет, ну, вообще какая-то какофония звучала. Включил бас-бут с рок-пресетом и прям заиграло. Вот прям сильно заиграло. А ну сейчас. Вот прям, вот за рок прям плюсик. Прямо плюсик. Ладно, рок можем слушать. Выключаем рок-пресет, выключаем бас-буст. Могу сразу от себя сказать, что можно играть. Можно играть, они там декларируют задержку 6 миллисекунд. Проверить это, откровенно говоря, в таких условиях достаточно тяжело. Сейчас попробуем диско именно с вокалом, для того, чтобы оценить вокал. Оу, это что-то из 80-х, что ли, диско? Ну. Ой, вот, диско прям топ. Воу! I'm on the move. Знаешь, такая песенка классная. I'm on... Фигня, короче, я пою. Слушайте, звучит классно. Звучит классно. А ну, подожди. Диско вообще я прям кайфанул. Я прям кайфанул. А знаете, что еще хочу отметить? Очень удобная посадка. Не ощущаю излишнего давления внутриушного. То есть нет вот этого момента, когда там что-то выдавливается, не выдавливается. Кстати, срабатывает у меня тач интерфейс. То есть сейчас играет, оно сейчас, как он должен сработать? О, оно с этой стороны, он здесь вот работает у нас, да, ты должен к нему прикоснуться. Да, все, есть. Фактически все тач традиционные вот эти вот моменты, они здесь работают. Но только они работают не так привычно, как ты там стучишь по уху, да, там. Они работают, ты вот нажал там, покажи поближе. Вот, берешь там раз, два, все вот так вот таким. Раз, два, все, оно сработало. То есть таким вот образом. Интересно, но по диско вообще вопросов нет. Сейчас акустику еще пробую. Да, в принципе, можно уже сворачиваться. Ой, не. С акустикой это кажется ситуация. Вот я сейчас включил. Здесь бас-гитара, она забивает все. Сейчас попробуем отключить бас-буст, а бас-буст выключим. Гитара звучит хорошо, аккордеон взял, забил, сейчас все. А ну, подожди. Сейчас попробуем. Бас, оно все равно. Не, все равно забивает. Аккордеон забивает это все дело, вот и все. Вот ты как его не души, там этот аккордеон. Звучит это неплохо, но вот есть вот эта вот басовая составляющая чувств. Короче, для любителей басов, я буду уже заканчивать это все дело, выключу запись экрана. Я вам расскажу, наушники очень неплохие, хорошо сидят, хорошая эргономика, дизайн, цена вообще просто песня. АНЦ отрабатывает на ура, и ЕНЦ тоже в процессе разговора, я отлично чувствую, слышу собеседника, вообще меня ничего не бесит. ЕНЦ работает, лисичка там не слышала ни машины, ни шум ветра, все хорошо. По музыке классика слушать можно, но она не живая, потому что в низких, там, допустим, какие-то виды инструмента чуть-чуть сильно выделяются, оно выглядит, звучит неестественно. Попса, диско, электроника, просто отлично. Это просто отлично можно слушать. Насчет экстрабаса, ну, вот он есть, а вот так, чтобы он был экстра глубокий, я не могу подтвердить. Роковые композиции звучат хорошо в пресете рок и плюс бас-буст, прям заиграло. Акустика тоже звучит, как и классика, неестественная, а в целом, ну и, кстати, не для рэпа. Рэп это вообще получилась каша какая-то, она абсолютно ничего не дает, эти наушники для рэпа. В
целом они мне очень сильно понравились. Понравились именно своей вот стоимостью и возможностями, материалами, и дизайном вот таким вот прикольным, знаете, там, как он там светится приятно, долготой жизни. И я вам скажу так, прямой конкурент вот тех югринов, которые я смотрел, но только это внутри каналы, а те были полуоткрытые. Прям вот за эти деньги мне прям понравилось. Я очень сильно их рекомендую, но только с учетом на то, что я вам про них рассказал. В остальном все. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.